снег местами розовый, то здесь живет одноклеточная водоросль, которая не боится холодов. О, это какая трещина, о, поперечная. О, какая тут разлом просто. Разлом в сползающем леднике. Вот новые виды с гребня. Ну и вот до вершины-то рукой подать. Здесь совсем уже недалеко. Ну вообще уже все, вообще весь мир на ладони. Все внизу. Вон та поляна, не поляна, а разлив от Марен, где вот берет начало Бургали, и наш лагерь там стоит слева, если отсюда смотреть, а так. Ну да, на левом борту. Вообще поднялись на самую верхотуру хребта Сунтар-Хаита. Ну, самая высокая, конечно, Мусхаят. Она чуть-чуть не достигает 3000 метров, а наша вершина, на которую мы идем, она 2800 без 3 метров. А может, подросла за это время. Как карты делали. Ледники тают, может, горы растут, освобождаются от тяжести. Розовый лед. Крутой сыпучий гребень, это, наверное, самое такое неприятное препятствие. Ну, там небольшой такой участок. Дальше более-менее пополаживается. Ну, вот там еще перед вершинкой скалы. Вот, думаю, где скалы, там надежнее, чем там, где сыпуха. О! И под нами цирк ледника Клюкина. Моренный холмик посреди. Да, все как на ладони. Вот цвет радуги подбадривает нас. Пенсионер на отдыхе, что тут скажешь? Здравствуйте, андезиты, как сказала Нина, когда вылезла сюда на гребень. Вот это андезиты. А мы их называем жандармы. Туристы называют такие скальные кусочки на гребне, которые мешают простому прохождению по гребню. Да нет, тут нормально, они по бок такие не сильно разрушающиеся. Так что подъем идет вполне нормально. Да, что-то здесь участочек не очень такой крутой. И скалы спускаются. Вскарабкались, вершина, вот она. О, вот это да! Все, сложный участок преодолен. Ура! Дождь пошел, дождь. Фу, там они одеваются сейчас. Я сейчас тоже оденусь. Вот последний здесь вот этот крутой участочек, и все. А это может даже и снег. Вон какие полосы белые. Снег может быть. Здесь мир на ладони. Ага. Это он закрыл весь пейзаж. Ничего, а вот тут, смотрите, здесь может быть какой-нибудь записка в туре. Ой, нет. Надо, вот, тут какая-то коробочка. Посмотрим.
О, Завернули. Ладно, давай чуть-чуть. так. Так, ух ты. Это что такое вообще? Это какая-то банка была. Там наверняка. Так, смотрите, открывается. Нет? А вот это не открывается? Должна быть записка. Подняться на вершину, как нас накрыло дождем. Потому что я только не подошел, нашли какую-то грандиозную банку. 700 с чем-то. Как это удачно, что снег. Обалдеть, обалдеть. Нет, еще все видно. Подумаешь, Пока видно, дождик. нормально, да. Все отлично видно. Вот, достали из тура. Интересно. И мы из банки еле вытащили. О, записка. Интересно, какого года. Так. Ща. 2 апреля 1974 года. Ну и что? А, нет. Это они сняли записку. А они когда были? Не, они были 3 сентября 2014 года. То есть, Ну, то есть не так недавно. давно. Сколько? Совсем. 14 от 12, 14. Все, заворачивай 8 лет. обратно, а то это Группа из намокнет. Москвы. Группа из Москвы, Хельсинки. Вот. А сняли записку 74 года. А. Саша Паршин, Костя Бекетов, я же их знаю, Эля Туманова, Женя Батуев, Коля Осадчин, это мои друзья, Дима Панов, ну вообще, ну, Хорошо, убирай ну, записку, сейчас размокнет. Дождик же Слава идет. Завьялов, ну вот, всем удачи, спасибо, друзья, вот я вашу записку снимаю, не, я оставляю, потому что я ручку не взяла. Вот оставляй ручку. Ну, оставим эту. Завтра, Оставим, что завтра было. залезешь, напишешь там это. Ох, елки-палки, вот это да! Да, так я же по их отчету тогда маршрут делала в 2017-м. Ну, обалдеть, обалдеть. Да, а банка, наверное, 74 года. Вот эта записочка. Вот в этой коробочке была. Все. Спуск по ползучим осыпям, да под крупой не очень приятный, конечно. Я бы одна ни за что не пошла, но вот с друзьями можно. Туча прошла, как раз мы были на спуске, и вон наша радуга вышла. Ну а сейчас уже спуск по известному пути не крутой. Розовый цвет такой. Снег чуть подраскис уже сейчас. Большой поток преградил нам путь. Но мы выше сейчас поднимемся и перейдем. Думаем, как завтра подниматься, потому что Какой из них? нарыло тут марену, осыпи моренные такие, холмы такие не очень удобны для прохождения, а это самый прямой путь на Мусхаю от нашего лагеря. Ну, обойдем, пойдем по Клюкину, наверное. Пролезть-то мы, конечно, пролезем, но там очень неудобно. Вот где-то здесь перевал верхний проходной. А в 2008 мы вот здесь вот ночевали. Вот, залезли здесь и вот под седловинкой стояли. Какие интересные кучки тут насыпало. Да, потоки нескончаемые нам преграждают путь. Здесь сохранился хороший снежный мост. А так, внутри там ревет поток. А вот это нижний проходной, да, похоже? По-моему, да. Ага. Что-то он стал сильно высокий. Не,
Не, нам лучше наверх не идти. Здесь что-то спускаться куда-то. Вот здесь было озеро, когда я оттуда спускался. Ага. И тут вода фонтанировала прямо из-под льда. Сейчас все размыло и озеро. Вот он, конец ледника. Заметно потаял с 2008 года. Я просто помню, как мы залезали. Более крутой язык здесь был. И вот начались моренные холмы, через которые мы, как муравьи по сахарным кучам, будем пробираться. Они немножко мягкие под ногами. Ну ничего, а вон вдали уже показалось. Видна палатка, наш лагерь, в общем, виден. На той стороне Бургали. О, нам туда. Вот она, конечная морена. Все эти камни, которые ледник принес с собой со склонов, с ложа своего. Все это проморожено, эти глыбы. Вот какой бушующий поток образуется под вечер стающих ледников. Эрхоя Бургали. Я иду по левому борту долины, там уже, где еще разветвлялись ручьи, перешла. А Нина с Сергеем там идут. Посмотрим, где они. Вон они карабкаются. Вот там вот. Да, путь непростой, что справа, что слева. Вон уже светится палаточка. Мне тоже тут несколько расщелин пересечь. Дай бог, не было бы бурного потока. Ого, как у них там. Интересно там как спускаться. Мы же на разведку шли, не знали, где лучше. Мы с Лерой по тому борту ходили, но это давно было, сейчас все поменялось. Сергей смотрит, как лучше идти. Ну, а у меня тут вот уже близко. Вот небольшое это училище пересекаю, там уже палатки рядом были. Не крутой подъем. Да, я, похоже, вылезла. Здесь уже пологие уже такие площадки и простой выход к палаткам. Ничего сложного, думаю, здесь уже не будет. Ну вот и они там спускаются. Ничего. Да, поток тут не перейти, им приходится еще немножко круче лезть. Все это облизать. А вон там дальше тропинка. Ну все, там вообще хорошая тропа. Нормально пройдут. Все, а уже ниже Бургали можно перейти вброд. Все, тут уже выход из этого ущелья. Страшно. Ранними тропами и старыми геологическими. Здесь в старом лагере даже книжки сохранились, да? Это у вас яйцо где тут стоит. Вообще. Сейчас что-нибудь найдем почитать. О, да. А вот и еще один бурный поток с ледника Клюкина. Как его перейти? А оказывается, вот тут вот он уходит под гайку. Все, он тут кончается. И там сухой переход. Не говори речь. Сегодня 28 июля. Приблизительно. Да точно. Наверное.
И мы собрались сегодня зайти на Мусхаю. Правда, погода сегодня хуже, чем была вчера и позавчера. Но посмотрим. Если закроют облачностью, не полезем. Еще вторую попытку сделаем. Ну, в общем, постараемся взойти. Последние цветочки иван-чая нас тут провожают. Будут ждать. Выходим на марену ледника Клюкина. Здесь проще идти. Лишний перевальчик сделаем по льду. Но зато не будем по моренным холмам соседнего ледника лазить, как вчера вот возвращались. Вот здесь вот бурный поток с ледника Клюкина уходит под марену. И нам это на руку, потому что мы идем по сухому, ровному, каменистому полю. А и уже дальше этот бурный поток выходит ниже. Ну, там на уровне наших палаток, ну, чуть там сбоку. Ну, в общем, можно обойти, не переходить его вброд. Вот как интересно. А дальше все. Дальше вот все сухо. И вот наш путь подъема был вот по этой сухому руслу. Вот язык ледника Клюкина. Один из языков. Центральная расщелина, которую мы обходим. Вчера-то мы вот там справа шли. Сейчас хотим лево, прижимаясь к горкам, пройти к нашему перевалу проходному, который слева у нас по ходу должен быть там впереди. Чтобы лишнюю высоту не набирать. Потому что только вверху можно переходить эти глубокие промоины. Геологи нашли какие-то образцы. Что там? Он здесь почти везде. Вон, видишь, хорошо его. Да, блестит. Хорошо видно. Золото Макена. Хорошо видно. Его такого довольно много тут. Ага. Все-таки небольшой брод будет. Серега не хочет в верховьях обходить посуху. Вот как поток уходит под марену. Какие отдельные здоровенные бульники попадаются на марене. Тоже все скатывается с гор. С правого борта долины ледник Клюкина такой бугристый, ледянистый. Прям ледник. Речки голубые. И там вон какие провалы, разломы. Ух. Да, предстоит нам еще одна трещинка. А вот эта горка, на которой мы вчера были. 2797 метров. Гора Магаданская. Чтобы не переходить эту трещину в верховьях, Серега решил на самую левую, по ходу, нам выйти. На самый левый язык. Ледяной каньон. Ух, снизу как смотрится классно. Вот он, как мы его преодолели. В низовьях этот каньон ледяной. И все, путь самый оптимальный. К перевалу проходной, а там уже на Мусхаю открыт. С того мысика надо. Там будет сорта будет хорошо видно. Вон снежный мост не дотаял на мысу. Не, ну так он нельзя. Нет, да так он, конечно, нельзя. Но скульптуры какие. Ой, а там ревет. Водовороты. Ну, я думаю, здесь еще каякеры не сплавлялись. Еще каньон ждет своего каякера-первопроходителя. Не каякера, Шутка. а бобслеиста. Бобслеиста, да.
Но похоже, впереди у нас чистый проход, беспромойный. Так что мы угадали. Ну, не просто угадали, смотрели. Это не угадывание, это прозорливое пророчество или как там, предвидение прозорливое, что здесь хороший путь. И, собственно, так и получилось. Ох, что там творится. Но ближе вообще страшно подходить. О, провал, наверное, метров 10. Не, ну 8 точно. Бочка стоит, бочка. Это такое выражение. Обратный вал у туристов-водников. Такой термин. Здесь может замесить каяк. Ну нет, здесь, конечно, пронесет, течение быстрое. Ну вот, мы поднялись по языку, и впереди хорошо виден перевал проходной, который ведет на ледник Мусхая. Перевал верхний проходной приближается. Вот как мы идем, если смотреть по карте. Поднялись по леднику Клюкина, потом чуть-чуть прошли вот здесь вот сейчас, это то ли ледник 30. И вот он впереди, перевал проходной, верхний, вот он. Идет на ледник Большая Мусхая, куда вот мы и направляемся. А перевал проходной нижний, он чуть пониже. Вот он. Туда мы не пойдем. Вот здесь вот. А вот там, где стоят такие зубья пальцы, это тоже перевал? Перевал Бермана. Вот открылась вершина Магаданская, куда мы вчера лазили. А вчера я не взяла карту хребтовку и даже не знала, что эта вершина называется Магаданская. Вот на ней мы вчера были. 2797. Нам надо перейти эту промоину, а то обходить далеко. Вот Сергей посмотрел, здесь не очень. Нет, тоже не очень. Вот нашли переход более-менее, хотя, конечно, стремновато. А тут перепрыгнуть можно. Главное, кошки — это наше все. Без кошек тут никак. Еще одна. Здесь их слияние. Да, поток, будь здоров.
А вот мы, похоже, выходим с ледника 30 на ледник 31. Здесь такой перегиб, и вот в ложе оно, он ледник лежит. То есть все-таки спускаемся. Думали, не надо нам будет спускаться, только набирать высоту. Нет, тут такие ложбины непонятные будут, не будут. Ну а теперь путь уже точно прямой, да, перевалопроходной. А вот это ледник 31, по которому мы вчера спускались к лагерю. А это вот за перегибом там бурлит этот поток, который мы вчера не увидели. Серега перепрыгнул, а там козырек, оказывается. Опасно. Хотя нет, вот он страхует мину. Значит, можно. Все-таки страшно там. Будем искать что-то попроще. Серега не хочет выбирать лишнюю высоту. Будем ниже искать переход. Все, перешли. Когда глубокая щель, не дай бог, оступишься. Ну а выше на леднике уже совсем не глубокие ручейки. Вот такая оторочка по краю этого ручья. Иногда сползают туда глыбы снега. Вот он шуршит. Заторы прорываются. О! Что оставили тут вообще? Это что такое? Железки. Вообще. О, это штатив прям. Штатив с каким-то устройством. То есть я так понимаю, что дорогое оборудование сняли, а все остальное, соответственно, бросили. Да. Образик, конечно. Вот это да, это целая камера, там что-то. 50 милливольт. Ничего себе, интересно. Вот ее питание Вот это от да. чего-то. Интересно. От солнечной батареи. Вот она, кстати. О, вот это солнечная батарея. Я думаю, что да, питание от него идет. А что-то не Да, похоже. не очень похоже. Вот приближаемся к перевалам на ледник Мусхая, перевал Бермана, верхний проходной. А мы все-таки решили вот этим перейти. Перевалом верхний проходной. Вот такие камни выносят на склон сюда, со склона на лед. Разноцветные горки. Красота. Вот еще один горовосходитель. Сегодня Мусхая принимает прям народ. Парень пришел в одиночку. Утром его к палаткам нашим мимо прошел. Ночевал на перевале станция. Тоже идет на восхождение. Вот где-то здесь, на этой гряде перевала, мы с Лерой стояли, с Лерой Глуховой стояли в 2008 году. Вот из этого камня брали даже немножко воду. Мне пришлось второй раз спускаться, потому что первую воду, которую мы набрали, она была кислая, и я с котелком еще спускалась. Второй раз уже с ледника набирала воду. Надо же. Вот здесь мы ночевали перед восхождением. Ну, здесь уже немножко до перевала. Над перевалом какие скальные станции.
Серега, он уже забрался. Мы на подходе. И вот они, ледники. Хорошо видно ледник 31, вот который спускается туда, к Бургали. А следующий ледник Клюкино, он только, вон кусочек его виднеется. А вот этот большой ледник 30 называется. Основной вот этот 31. Вот он, перевал верхний проходной. И с него виден язык ледника 31, язык ледника 30 и сам ледник Клюкино. А мы поднимались вот от стоянки нашей. Вот так вот бортом сюда проходили. И вот пришли на перевал проходной. А из-за перевала показывается цель нашего сегодняшнего гуляния. Гора Мусхая, ее вершина. О, и под ней раскинулся ледник большой Мусхая. О, вся панорама видна. Вот, красотища. Вот это да, сейчас мы туда будем спускаться вниз, а потом снова вверх идти. Ой. А туда это уже к ручью, к Норию перевалы. Смотрится, конечно, неприступной стеной вот этот гребень южный. И в нем понижение, это перевал Южный Мусхая. И вот на эту стену стену, которая отсюда смотрится как стена, нам надо будет вскарабкаться. А теперь до него еще спускаться и спускаться. Да, ледники тают. Вон там, по-моему, ледовый мост просматривается. Рада приветствовать. Здравствуйте. Мы не познакомились, Да, как вас как вас зовут? зовут? Миша. Миша, да? Миша, Ага. вы из Питера, да? Да, Санкт-Петербург. Ага. Понятно. В одиночку, да, идете? Да. А и какой у вас маршрут был? Ну, потом по Ниткану, в сторону Берила и по Гаикану обратно. А, по Гаикану, да? Вниз по А Гаикану будем пешком, ходить. да? Без сплава вы? Нет, по Гаикану будет сплав. А как-то? А лодка у вас с собой, да? Там на метеостанции у меня. Понятно. По крафт. Ага, ясно. О. Записка тут в туре. Группа туристов клуба «Торим Путь» и команды «Нордстрим» из города Новосибирска, Ленинска, Якутска, Одинцова поднялись на перевал Проходной Верхний. Вот, значит, Проходной Верхний. Спускаемся к леднику Большой Мусхая. А, тут хорошая такая сыпуха. Такой склон. Нормальный. Идем на подход к подножию Мусхаи, по леднику Большой Мусхая. Вон, туда ведут перевалы в Кнори, а вдали открылся массив Берила. В высшей точке. Ну, это гора на границе Якутии, Хабаровского края. Тоже под 3000. О! Ох, какие там на южном гребне Мусхаи скалы красивые. О! Ну и как водится снова ручей, желоб на леднике. Снова будем обходить. Вот это затычка! Ничего себе, мост! Мост сделано как будто.
раскис, сейчас так лед, снег. Прям каша временами под ногами. Вот, мы подошли к концу ледника, здесь просматривается путь подъема. Круто, конечно, вот по этому кулуарчику, чуть влево над треугольным скальным выступом, и опять направо, и вот туда. Как-то так, ну а потом уже по южному гребню до вершины, там уже проще. Вот, карабкаемся на склон, я сначала по не тот кулуар залезла, опять страх натерпелась, потом траверсом сюда вышла уже, вот здесь вот. Мы здесь с Михаилом, вот, ждем, пока Серега с Ниной поднимутся. Они вон лезут впереди и могут камни пускать, поэтому мы идем вот так вот двойками, можно сказать, пережидаем. Да, вот человек не ожидал и встретил всех нас. Все встретились в один день. В одном месте. В день восхождения, надо же, удивительно, просто удивительно. Где-то в горах Якутии. Да. Еще не поднялись, но виды уже обалденные, обалденные. Все. Вот я уже практически на гребне. Самый сложный вот этот осыпной участок пройден. Вон они уже там лезут, молодцы. Так, а вон там, все, за перегибом, там Миша замыкающий идет. Вот он, скалистый гребень. Скалы разрушающиеся. Все ползет под ногами, сыпется. Ну все, вот здесь будет хорошо. Ой, как ледник-то потаял. Ничего себе. Ледник 42, на который мы с Лерой спускались. Вообще. Ничего себе. Ой, сильно, очень сильно потаял. Ой, и горки, а там долина Кнория. Фу, скорей наверх. Вот, я все-таки здесь сложила турик, потому что сверху очень непонятно, где тут спускаться. Надо вот не этим ущельем, а вот еще вот сюда. Вот по этой ложбиночке перевалить и вон туда вниз. Путь спуска вот так вот промаркировала я. Ну и вот, собственно, путь по гребню, но до перевала восточный, ой, то есть южный Мусхая, тут еще надо дойти, потому что это не самая нижняя часть этого гребня, вот там, где мы сейчас лезем. И жандармов таких нету, если от пути, прямо от южного перевала идти. Ну, они так аккуратно облизаются. Вот, они сейчас вышли на перевал Южный Мусхая. Вот тут ледник 42, но он только вот сверху сохранился. А дальше-то его нету. А мы тут до самого низа по нему спускались. Да, сильно потаял. А вот я стою на перевале Южный Мусхая. И вот круто вниз уходит еще не растаявший язык ледника. Это восточный гребень. И вон там вершина уже недалеко. Вон там Серега с Ниной идут. Вот это западный гребень. В прошлый раз мы с Лерой по нему поднимались. Ледник Большой Мусхая. Ну и вот, собственно, здесь вот южный гребень. А может, действительно там вот чуть пониже все-таки восточный. Чуть ниже. Фу, не восточный, а перевал Южный Мусхая. Я чуть выше него, наверное, все-таки стою. Да, и вот по этому гребню мы сейчас шли. Это вид за восточный гребень. Все, вот она, финишная прямая, без жандармов. Последний участок гребня до вершины. Все, сейчас дойдем. Организм. А пить охота. Так, это у нас северный гребень. Там видно долину Бургали. Вот это я не помню, как ледник называется. Это восточный гребень.
Вот там долина Кнори, ледник 42. Это южный гребень, откуда мы сейчас поднимались. Ледник Большая Мусхая. Вон перевал проходной, верхний, с которого мы сейчас переходили на ледник Большая Мусхая. И вот западный гребень, по которому мы поднимались в 2008 с Лерой. Да, он такой крутой там. Ну, уже на подходе к вершине. Мы вот под этими скалами тут уже траверсом выходили на южный гребень. Ура! Вон и Миша к нам подходит. Он не спешил, чтобы я на него камни не спустила. Шел правильно по технике безопасности. Открыли банку. Там вот, ну, главное, вот записки лежали, а еще вот там какие-то сувенирчики. А вытащить можно? Ага, сейчас. Да. Вот это. Чутки, как Чётки, да? чутки, Ага. как чутки, да. А это сова какая-то. Повернитесь туда. Это получится одни ваши родители. Так. Эти товарищи мне тоже хорошо знакомы. Турклуб «Орион», город Якутск, под руководством Сыпандина Георгия Ионыча. Мы с ним как раз встретились там внизу. Вот. Вышли на вершину Мусхая 10 июля 2022 года. Вот так вот. Ой, А мы сегодня что 29-го. были? Вот сейчас с нашей группой здесь оставим тоже записочку. Миша, добрались. А вот и я. Местечко есть? Да подвинемся. Вот мы все и собрались здесь на вершине. Красота. Ага. Вот Ермаковы, Нина Сергеевна собираются вот здесь спускаться по этой сыпухе. А мне, честно говоря, страшно. Но у них вот сапоги защищают лодыжки. А мне хочется все-таки спускаться тем путем, к которому мы пришли. Главное, не упади, аккуратно вот так вот. Они сползают. Я параллельно тебе, или как? Параллельно, вот там. Да, сейчас я еще не, ну ты пройдешь, я сейчас. Вот, по идее, вот так надо. И главное вот так, упираешься в эту скалу. Двумя руками держи его. Как альпинисток. Вот так понемножку, понемножку. Не надо сильно держать. А может, не сильно засыпается? Может, не сильно засыпается? Ой. А я решила спускаться тем же путем, что мы поднимались. У меня в ботинках, мало ли, лодыжки не повредить. Хотя там тоже может ползти осыпь. Да, не очень приятно на осыпях. Вот, не люблю я осыпи живые. Ну вот, спуская осыпи, я прошла вот этот сложный крутой участок, где мы поднимались. Ну, зато по пути подъема мне было спокойнее. А вот у этого камня мы уже сидели. Я там сверху подняла палку, что-то забыла. Она мне помогала. Она мне, главное, еще помогла зайти куда нужно. А то я что-то свой турик пропустила и сначала даже дальше ушла по склону. Ой, не по склону, а по гребню. Ну, а Ермакова я видела, они уже спустились. Они, наверное, там обед делают. Сейчас я к ним чуть-чуть еще осталось приспуститься, и я буду уже с ними рядом. А Миша, не знаю, каким путем будет спускаться. Но если сказать честно, мне было страшно. Я вообще не люблю живые осыпи, которые ползут, непонятно, что там за камни. Ну, наверное, можно было и там, где Ермаковы спустились, но я там боялась, вдруг, если что-то, я обратно там не выберусь, там слишком сыпучий осыпь, а здесь я вверх и вниз могу. Ну и, в общем, всегда люблю тем же, ну, путем
подъемы нормальные. Камешки посыпались. Пора надевать кошки. Переход с осыпи на лед самый такой опасный. Там и камни вмороженные еще. Надежнее в кошках. Так, это правая. Дальше все, буду в кошечках. И главное, погода подбадривает, никакого дождя. Я так и думала, потому что облачность, она очень высокая была. Попугала нас немножко, но спасибо тебе, гора Мусхая нас поддерживает, и меня сейчас тут поддерживает на спуске. Ну вот, похоже, мы все в сборе, там и Миша спустился. И так отсюда вроде не такая крутая осыпь, но что-то я вот не захотела по ней. Вот какие на наледи камни, грибы на ножках. Хорошо, как отсюда смотрится, из-под перевала Южной Мусхая смотрится гора Магаданская. Но на нее подъем попроще, там вот почти до верха снежник. Да, там немножко хорошо полезли, идти. и всё. Вот он, зубчатый гребень Южной Мусхаи. Вот там вполне можно идти, как ни странно, потихонечку, вот прям вот по всем этим. Я вон туда случайно перешла. А, в принципе, можно и дальше было бы попробовать, но мы уж спускались. Вот такой гребень. Вот все, вот эта вершинка уже обрывается. Даже вот трудно найти путь спуска. Вот похоже, вот из-под этой скалы слева, вот здесь вот. Вот здесь вот мы шли. Ну, здесь мы поднимались все, а потом я одна спускалась. По этому кулуару сыпному. Он сейчас, ну, вот за этим, за этой скальностью такой, ну, за гребешочком. Ну, так, не очень крутой, но все сыпется, ползет. Вот такой вот спуск. Ну, а вот можно прямо здесь вот. Ребята говорят, может здесь и подняться было, в принципе. Когда они спустились здесь, поняли, что здесь и подняться можно. А здесь просто сыпуха, без крупных камней особо. Ну, вот она вершина. Да, вот хорошо просматривается путь. Вот от самой... Просматривается путь подъема и спуска вот по этому кулуару. Вот до самого низа. Прямой кулуар такой. Ой, а лед какой красный. Удивительно. Все, идем домой. Ага. Через перевал. Ага. Нижний проходной. Да, ну мы тут всеми перевалами ходим. То одним, то другим. Ага. Надоело. Да. О, какие тут мосты еще намостила. Спускаемся мы по леднику Мусхая, идем к перевалу Нижний проходной. Гора Мусхая остается позади. Мы приближаемся к нижнему проходному. Ой, ну повезло нам и с погодой. И вообще. Подъемный перевал Нижний проходной. Это такой как бы эскалатор сыпухи, который едет под ногами. Но она мелкая. Тут подъем совсем короткий, небольшой. О. Так что... Вот так вот. Вот мы так вчетвером и идем. Здорово!
На перевале верхний проходной. Вот вид с него уже. Отличное место для стоянки. Разровненная площадочка. Мелкая сыпушка. Нижний проходной. Даже вот место для костра есть. Верхний, да, это нижний. Вот, так что здесь не пропадешь, как и на верхнем проходном. Ну, если нет ветра, конечно, потому что если дунет... Не, ну, понятно. Ну, ветроустойчивая палаточка и все. И вот спуск к нашему леднику 31, который прямиком уже в Бургали, к нашему лагерю. А вот вчера мы шли, вот тут проходили по леднику, на этом перегибе были. Все, мы разными путями ходим, очень здорово. Разнообразный у нас маршрут. Снежник не дорастал, а сверху весь засыпан. Внизу на спуске такой. Вот к такому сверху ходить не надо. Лучше его обойти. Да, узость такая пошла. Да, там не очень. Вот по льду, конечно, ходить спокойнее. Ну и проще. Вот внизу такой неприятный каньон протаявшего снежника. А мы идем вот в обход, посмотрим, что там впереди за спуск. Первопроходцы. Все новыми путями ходим. Все меняется сейчас, конечно, так. Из-за того, что тают ледники, новые живые осыпи образуются. Так что то, что по описанию раньше было одно, сейчас уже может быть совершенно по-другому проходимо. Надо все смотреть как на местности, а не следовать отчетов каких-нибудь старых годов. Еще нам нужно будет преодолеть вот этот поток, чтобы выйти на ледник. По леднику-то все-таки там проще идти. О, какие в конце Марены, что тут такое интересное творится. Сергей говорит, что вот 10 лет назад здесь вообще было озеро, а сейчас это все изменилось. Все меняется. Вот холмы Марены тут. Вот идем оттуда с перевала верхний проходной. Все, наверное, надо выходить на лед. Какой тут интересный лед синий. И камень как стоит красиво. Что-то там Серега углядел. Что там такое? Вот тут промоина впереди не пройдешь. Я любуюсь, а тут уже у нас преграда. Вот это арочка в конце ледника. Ого-го. Но мы туда не пойдем. Мы все это будем, все эти моренные холмы обходить. Вот так выглядит конечная морена ледника 31. О. И мы тут по холмам сыпучих камешков бредем. Уже 8 час, наверное. Весь день сегодня ходили. Вышли в 7:30 утра. Ну, вот так, наверное, придем. 12 часов почти ходили. Моренные лабиринты. Ну, камешки сыпучие. Они хорошо идти вниз. Вон палатка наша уже видна. Ермаковская, вернее, моя более темно-зеленая не видна. Вон она. Ждет нас родимая. Не, вон и моя ждет. Вот тут стоит даже турик.
И вот отсюда уже тропа, но она идет через вот эту вот большую промоину. Вот водопадик вверху. Так что путь домой у нас не очень прост, не прямой. Такие тут удивительные на тропе, ну рядом с тропой тут фиолетовые камни, вообще необычный цвет. Под вечер от усталости даже тропу потеряли. Серега в какую-то осыпь влез, мы там полезли, посыпалось, все-таки вернулись. Вон Серега сверху спускается. Ну вот, а тропа-то здесь хорошая. Слава богу, вышли. Все нормально, да. Неожиданно нам преградил дорогу новый поток. Его вчера не было. Здесь мы проходили по суху, и только там обходили вот тот приток, который из-под Марены течет. Вот это да, нам и на эту гору тут потом лезть придется. Сначала еще брод найти. Вот это да. Попрощались мы с Мишей, он идет на перевал-станцию, в свой лагерь. А мы вот в своем. Дождик как раз нас накрыл после того, как перешли вторую эту протоку. Вторую протоку пришлось нам вброд переходить, а вот Миша там перепрыгнул по камням. Все, мы дома, ура! Вот говорят, вот где в голой тундре взять дрова? А все очень просто. Приходишь на старую стоянку глициологов, набираешь там брусков, которые им привезли на вертолете, связываешь проволочкой, которую они тоже там бросили. И вот, пожалуйста, вот такая хапка в голой тундре. Вообще, сейчас у нас костер будет. Хапочка. Еще не все. А вот еще говорят, вот у меня спрашивали, а зачем тебе тут пила? Ну а как же вот такие брусочки перепиливать? Вот еще полешечка у нас. Вот такой пилкой спокойно можно перепилить. А еще Ивен Петр этой пилой отпилил рога оленя, чтобы они, ну вот когда на нем едешь, чтобы они тебя не бодали. Ну их вообще отпиливают кусочки, чтобы они не мешались вообще. Еще ноги ему оторвать, чтобы не легался. Садись. О, хорошая тоже. Брусочек прихватили. Вон еще кучка дров. Сейчас у нас будет костер. Да, сейчас вот. То есть не все то, что в Москве считается мусором, в тундре мусор. В этом мусоре много полезного. Да, вот тут крючочек у меня тоже из этой проволочки. Проволочка, Ага. бутылочки, баночки. Ну а вот сильные мужчины вообще обходятся без топоров. Без топоров, без пилы, если так сказать, ну, с собой ничего нет, то это вот так делается. Ну да. Замечательный совершенно метод. И сразу щепа. Ну это вообще тоненькая. Вот толстый брусок. Бруски за 10 лет лежания в тундре совершенно не сгнили. Удивительно даже. Ну, правда, камни тоже разваливаются. Но это побочный эффект. Отлично. Даже колотые получаются. Ух ты! Да, вообще. Вообще не портятся. Сухие вообще отличные. Сухие, хотя Щепа лежат какая. на улице. Да. Замечательно. Ну вот сейчас мы дровишек все наделаем. Ага. А тем временем погодка чуть-чуть распогаживается. Вон уже пятнышки на склонах яркие. На следующий день после восхождения небо заволокло, горы вон в облачности. Так что нам очень повезло вчера. Вот уже видимости нету на высоте 2500, наверное. Может и ниже. Ледник в тумане облачном.
Прям вообще дрова не экономишь. Прям нодью складываешь, смотрю. Я ничего не экономлю. И дрова в том числе. Вот я и говорю, что что-то поставить, чтобы варилось. Поставь. Поставь, пусть варится. Чтобы палаточку не продувало, тент мой, я вон все щели законопатила, можно сказать, мхом. Так что ничего у меня не поддувает. Вот наш лагерь продолжает стоять под мареной ледника Клюкина. Ну, корочку можно не брать, наверное. Ну пусть подсохнет, ладно. Подсохнет. А переплет, да, хороший делали. Да. Какого года ты интересно издание? 1990-го. Угу. Образец откололи, да? Да. А что вот это? Фиолет? Вот эти вот рудные, это перит, халькоперит. Ага. Вот, а это вот белое, вот это группа кальцит. Это, только не знаю, как. Ну, в общем, группа кальцит. Может, даже что-то радиально он чистый какой-то. Ну да, отлетели подошвы, заметила сейчас, после вчерашнего восхождения. Но на самом деле эти ботинки прошли весь Таймыр, надо отдать им должное. Я сюда их взяла в этот поход не новыми. Сейчас. Ну, проволочки в тундре, где работают глициологи, найти можно. Вот так вот. Нормально, нормально сейчас починим. А там нас ждет на базовом лагере клей. Так что все будет отлично. Сейчас еще закручу там. Так. Нормально. Наверное, Железно. Новые кошки на ботинках, можно сказать. насчет новых кошек. Ну, для хождения по просто камням это как будет. Ну, в общем, подошва держится. Железно. Итак, мы побывали на вершине Магаданской. Поднимались мы от нашего базового лагеря у подножия ледника Клюкина. По пути зашли на ледник 28. Тут посмотрели Маренное озеро. После восхождения мы спустились уже по леднику 31 на наш базовый лагерь. А на следующий день вот поднимались правым орографическим бортом долины ледника Клюкина. Вот 10 проходили ледник 30, пересекая многочисленные промоины. Вышли на ледник 31, тоже промоины. Поднялись на перевал Верхний Проходной. Спустились на ледник Большой Мусхая. Поднялись на перевал Южный Мусхая. И сделали восхождение. Вернулись здесь тем же путем, но обратно мы шли уже через перевал Нижний Проходной. И также по леднику 31 спустились к нам в лагерь у подножия ледника Клюкина.